Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои, бавовна. Сегодня бавовна была не одна. Она посетила и Новороссийск, Анапу, другие места. Но речь пойдет даже не о них. В Крыму была бавовна, да, само собой разумеется. Но главная бавовна была совершенно не там. Точнее, не совсем там. Я действительно начал с того, что в Новороссийске были наши добрые дроны. Там в результате их противодействия этим дронам российского рэба был произведен отрицательный евроремонт в нескольких зданиях. Но когда будет там больше информации, я об этом расскажу. Гораздо более интересные военные варианты. Так вот, там, смотрите, был сбит самолет рашистов Су-30. Я специально выдержал паузу, потому что было непонятно, что наши шлепнули. Некоторые писали вертолет, некоторые писали самолет. К-52, что только не было в сети. Но вот сейчас уже пошла информация непосредственно от рашистов. И она говорит о том, что был сбит самолет российско-фашистской авиации Су-30. Да, это уже точно. Каким образом его отработали? Отработали просто по классике, очень красиво. Кстати, уже не первый раз приблизительно так наши работают. Значит, наш безэкипажный катер, наш дрон морской ходил вдоль побережья, там напротив Новороссийска, приблизительно в 50 километрах. Рашисты его заметили и послали на его уничтожение, отработку, послали самолет. Ну, как говорится, была классическая засада. Но не учли очень простой вещи, что этот катерок маленький, крошечный, который там плавает по морю, вот, он оказался зубастым. На нем стояла ракета, типа, может, игла, может, стингер, может, еще что-нибудь, черт его знает. Рашисты пишут, какая-то ракета Р-73. Возможно. Возможно, советская какая-то старая ракета, не суть. Они все очень действенные, все очень рабочие. Вот, и он просто дождался, пока этот самолет окажется в зоне действия ракеты. И, собственно говоря, его шлепнули. И он тут же там и нырнул. Короче говоря, луснули, лусь, как говорится, он упал. Лусь, правда, был один. Вот, ему хватило. Он упал. Единственное, что, конечно, экипаж выжил. Ну, тут такое, что ж мы можем с этим сделать. Говорят, что экипаж, опять-таки, это информация от рашистов. Экипаж этого бандитского самолета был поднят на борт каким-то сухогрузом и куда-то его там оттарабанили. Вот, так что Су-30 на минус, это, ребята, великолепно. Почему я сказал, что это не первый раз такое происходит? Такое уже бывало. И в районе Вышек Бойко, когда они там летели там уничтожать наши, правда, там с экипажами были катера. Вот, но Стингер тоже был, или Стингер, или Игла, что-то типа этого было, и тогда тоже шлепнули. И там, по-моему, 2 вертолета шлепнули, Ми-8, да. Вот, еще один К-52, помню, шлепнули в Крыму. Тоже он там вылетел разбираться с нашим бэком, но бэк оказался не таким простым. Ну, вот сейчас в Новороссийске такая же абсолютно картина. Они выслали истребитель, который, казалось бы, должен был уничтожить этот бэк вот так вот на раз-два. На раз-два ничего никогда не уничтожается. Классическая засада, отработка. Наш бэк вернулся домой в Одессу, там, или где он там, не знаю. Где там у них база, я точно не знаю. Вот. А российский истребитель отправился курсом крейсера «Москва». Где-то там рядом с ним лежит сейчас, и раки там ходят, смотрят, жрать там нечего.